Всем привет-привет! Сегодня хочу вам предложить связать вот такие варежки. Они вяжутся крючком. Вязала я их из стопроцентной шерсти. Кстати, пряжу я покупала в интернет-магазине Мир вышивки. Там есть все товары для рукоделия. И еще по промокоду CAT вы можете получить дополнительную скидку на весь ассортимент магазина 10%. Ссылку на магазин я оставлю в описании под видео. Варежки получились очень теплые. Я использовала достаточно плотную вязку. Это столбики без накида, которые вяжутся в раскол. В итоге сам узор чем-то напоминает лицевую гладь спицами. Саму варежку я вязала сверху. То есть сначала выполняла прибавление в форме такого уголочка. Вязала до взъема большого пальца, затем сам большой палец и все объединяла на общее полотно. И сам большой палец формировался вот таким вот клином. То есть у него очень удобная посадка анатомическая. И затем уже сам манжет я вязала рельефными столбиками. Кстати, манжет можно носить в двух вариантах. Это вот таким образом, разогнув его, или наоборот, подогнув. Вязать я буду в 2 нити крючком 4 мм. Выполняем 2 воздушные петельки. И в первую петлю я провязываю 4 столбика без накида. Столбики вяжите свободно. Вот видите, как я высоко вытягиваю петлю. Иначе потом будет тяжело провязывать. Я выполнила 4 столбика. Теперь стягиваем петельку и будем замыкать вязание в круг. Я выполняю соединительную петельку в воздушную петлю подъема. Вот посмотрите, сам столбик, и вот здесь вот воздушная петля. Дальше вязание мы будем выполнять по спирали, поэтому нам нужен будет маркер для того, чтобы отмечать начало ряда. Приготовим его. И со следующего ряда будем вязать прибавление. Мы в каждую петельку свяжем по 2 столбика. То есть у нас сейчас 4 столбика, должно получиться 8. Начинаем вязать узором галочки. С первого ряда трудно попадать в центр галочки, потому что достаточно здесь плотно лежат нитки друг к другу и не видно. Поэтому галочку будем выполнять следующим образом. Я никакие воздушные петли подъема не выполняю, а ввожу крючок вот так вот под петлю, как будто собираюсь провязать обычный столбик. То есть подхватила петлю за обе стенки. И смотрите, поворачиваем вот наше вязание изнаночной стороной к себе. И обратите внимание, вот здесь вот есть такие вот протяжки. Они находятся под каждой петлей. Вот она протяжка, вот. И я сейчас ввела крючок в петлю и должна буду подхватить вот эту вот протяжку под петлей. То есть всего как бы крючок, на крючке у меня вот от петли 3 ниточки. Это сама петля и протяжка. И вытягиваю рабочую нить. Также вытягиваю ее побольше и выполняю столбик. И эту петлю я отмечаю маркером. Это у нас будет первая петля ряда. В то же самое место провязываю еще один столбик без накида. В следующую петлю также 2 столбика выполняю. Ввожу крючок под петельку, как при обычном вязании. И затем подхватываю еще протяжку под петлей. Это 3-я ниточка идет у меня на крючок. Вытянула рабочую нить и столбик без накида. И вторую петельку провязываю туда же. И таким образом выполняем в каждую петлю по 2 столбика. Я уже выполнила ряд до конца. Получилось у меня всего 8 петель. Теперь приступаем к вязанию второго ряда. Я отцепила маркер и ввожу крючок в эту петельку. Ну, посмотрите, вот здесь уже хорошо видны наши галочки.
И я ввожу крючок в саму уже не в петлю, а в галочку. Вот таким образом завожу крючок как бы чуть в сторону, чтобы подцепить также нашу петлю и протяжку под петлей. То есть всего 3 ниточки на крючке у меня. И выполняю столбик без накида. И опять же отмечаю его маркером, чтобы не потерять начало ряда. Дальше мы выполняем подряд 2 прибавки. То есть я ввожу крючок в следующий столбик, опять же в центр, чуть в сторону отвожу крючок, чтобы подхватить протяжку и саму петлю. И в ту же самую петельку второй столбик. В следующую петлю я опять буду выполнять прибавку. То есть можете вводить крючок сразу в центр галочки. Если галочку плохо видно, то так и выполняем. Вводим крючок просто в петлю и потом подхватываем еще и протяжку под этой петелькой. Первый столбик и в ту же самую петельку второй столбик. Вот здесь будет идти наша прибавочная линия. Мы всегда будем прибавлять в этом месте. Дальше вяжем просто 2 столбика, по одному в каждую петельку. Первый и второй. И затем вновь 2 прибавления. Одно прибавление готово, вяжем второе. В начале вязания узор галочки вяжется сложно, потому что еще петельки лежат очень плотно друг к другу, потом будет вязаться проще. И у меня остается последняя петля в этом ряду, вяжу в нее 1 столбик. В этом ряду у меня получилось 12 столбиков, то есть в каждом ряду мы сейчас будем прибавлять с вами по 4 петли. Приступаем к вязанию следующего ряда. Начинаю я с 2 столбиков, то есть сейчас вяжу 2 столбика, по одному в каждую петельку. Не забываем отмечать первый столбик маркером. Дальше у меня, видите, уже идет прибавка. Я вот в первый прибавленный столбик вяжу петельку. И затем выполняю опять же 2 прибавления. Раз прибавочка и второе прибавление выполняю. Теперь вяжем просто 4 столбика, по одному в каждую петельку, и вновь вяжем 2 прибавления.
Я выполнила 4 столбика. И смотрите, 4-й столбик у меня выполнен был в первый столбик прибавки из предыдущего ряда. И дальше мы вновь вяжем 2 прибавки. То есть в эту петельку 2 столбика и в следующую тоже 2 столбика. Выполнила я 2 прибавки, и до конца ряда у меня остается 2 столбика. Вяжу по одному столбику в каждую петельку. То есть, смотрите, мы начали этот ряд с 2 столбиков и закончили 2 столбиками. То есть у меня с этой стороны между прибавками 4 столбика и с этой стороны также 4 столбика. С каждым рядом количество столбиков между прибавками будет увеличиваться на 2. Давайте сейчас провяжем следующий ряд. Начинаю его с 3 столбиков. Без накида вяжу, то есть по одному столбику в каждую петлю. Видите, 3-й столбик уже идет в первый столбик прибавки. Затем 2 прибавления. Я выполнила 2 прибавления. И до следующего прибавления вяжем 6 столбиков. То есть в предыдущем ряду было 4, в этом 6. Я выполнила 6 столбиков и подошла к линии прибавлений. И сейчас вяжу 2 прибавления подряд. Я выполнила 2 прибавления, и до конца ряда у меня остается 3 петельки. То есть я начинала с 3 петель и заканчиваю 3 петлями. Всего 6. Как и с этой стороны. Сейчас я вам покажу немножко изнаночную сторону. Уже побольше связалась рядов и будет хорошо видно. То есть вяжем 3 столбика. Ввожу крючок. Вот видно уже эту галочку. В центр галочки. И вывожу на изнаночную сторону. Вот она подхватилась, протяжка под петлей, и осталась вот такая, как буква L, да, или галочка. А крючок подхватил 3 петельки. Следующую петлю завожу. Также, видите, я как бы самим крючком ввожу и чуть в сторону хватаю петлю. Видите, буква L опять осталась вот здесь. Отвожу я крючок чуть в сторону для того, чтобы полотно у нас не начало косить. Ряд закончен. И таким образом, девочки, мы вяжем, пока наша рукавичка не достигнет необходимой ширины нашей ладони. Как вы уже поняли, с каждым рядом количество петель между прибавками будет увеличиваться на 2. В этом ряду, в провязанном, у нас было 6 петель между прибавками, в следующем будет уже по 8. Прибавки всегда идут вот здесь вот, да, получается, у нас начало ряда в центре находится, вот так наша будет варежка складываться. И у нас сейчас будет вязаться как такая крыша у домика. Прибавления будут идти по краям, друг под другом. В каждом ряду у нас увеличивается число петель на 4. Таким образом, выполняем на необходимую ширину. Я уже выполнила необходимое количество прибавлений. Всего сейчас у меня 32 петельки и между прибавками по 12 столбиков. Дальше я вяжу без прибавлений
ровным полотном до вот этого места, то есть до основания большого пальца. Я уже выполнила без прибавлений 23 ряда. Моя варежка уже практически доходит до основания большого пальца. Остается буквально пару рядов. И именно в этот момент мы и будем формировать подъем для большого пальца. Подъем мы будем формировать для правой рукавички с правой стороны, а для левой рукавички с левой стороны. Сейчас я вам покажу, как найти столбик, в котором будем формировать подъем. Посмотрите, вот если мы вот так свернем нашу варежку, вот видно вот эту среднюю линию между прибавлениями. И мы вот так вот по ней идем и идем до конца варежки. Вот она, средняя линия. У нас там, где начало ряда, где маркер, это тыльная сторона ладони. И поэтому мы подвигаемся к тыльной стороне ладони. И вот в этом вот столбике будем формировать подъем для большого пальца. Я его отметила маркером, этот столбик. И здесь будет большой палец для правой рукавички. Если вы выполняете левую варежку, тогда складываем вот так левой стороной к себе. И точно так же, вот сразу же видно вот эту среднюю линию. Мы по ней идем, идем, идем. Вниз. Дошли и двигаемся на столбик к тыльной стороне ладони. Вот он, маркер начала ряда. Отмечаем вот этот столбик, и тогда будем формировать в нем подъем для большого пальца. Но сейчас мы вяжем правую варежку. Мы отметили петельку для начала подъема. Сейчас вяжем до нее, а вот в эту петельку, в отмеченную, будем вязать прибавление. Я уже довязала до маркера. Сейчас я его уберу. И в эту петельку буду формировать взъем большого пальца. Сюда мне необходимо связать прибавление, то есть 2 столбика. Первый и второй в ту же самую петельку. Дальше мы больше прибавлений не делаем и вяжем в каждый столбик по одной петле до вот этого прибавления. Я довязала до прибавки, и сейчас мы будем вновь выполнять прибавление. В этот столбик 2 петельки и в этот столбик 2 петельки свяжем. Первая прибавка готова. Сейчас во вторую петлю также выполняем 2 столбика. И на этом мы ряд заканчиваем. То есть я сейчас в следующую петлю подхватываю ее как обычно, выполняю соединительный столбик. Все, на этом мы нить закрепляем и обрезаем. И сейчас приступаем к вязанию большого пальца. Большой палец мы вяжем с макушки, то есть в точности так же, как мы вязали и саму варежку. Делаем 2 воздушные и в первую петлю воздушно выполняем 4 столбика без накида. Замыкаем ряд соединительным столбиком в первую воздушную петельку, его провязываем. И точно так же начинаем вязание. Выполняем также прибавки по 4 прибавки в каждом ряду. Вяжем все точно так же. И сейчас делаем прибавление до необходимой ширины большого пальца. Мой пальчик уже набрал 12 петель. И он достиг практически необходимой ширины. То есть в следующем ряду, если я сделаю еще 4 прибавки, то палец будет широковатый. Поэтому в следующем ряду я выполню всего лишь одно прибавление, а не 4. То есть на том же месте, где должны идти быть прибавки,
Сейчас я вяжу просто 2 столбика без прибавлений. И сейчас выполняю прибавочку и сделаю ее только одну. И дальше уже буду вязать на необходимую длину большого пальца без прибавлений. Вяжем пальчик также мы по спирали. Все, вот я выполнила прибавку и дальше уже иду без прибавлений. И всего палец получился у меня из 13 петель. Вяжу на необходимую высоту большого пальца. Я уже связала палец на необходимую длину. У меня получилось 13 рядов. Но последний ряд, в моем случае 13, мы вяжем не до конца. Вот посмотрите, вот у нас прибавочки идут. Вот первая группа прибавок и вот вторая. И мы должны довязать ряд, провязав вот эти 4 прибавки. То есть вот в этом столбике у меня должна быть последняя петля ряда. Вот я до нее и довязала. То есть до конца ряда у меня, видите, остается еще одна петля. У вас может быть больше остаться. Это не важно. Главное, мы провязали вот эти вот 4 петельки, вот наши прибавки, и заканчиваем ряд. То есть следующую петлю, чтобы закончить ряд, я сейчас провяжу просто соединительный столбик. Теперь мы будем соединять уже нашу варежку и пальчик. Соединение будем производить вот в этом месте, где у нас на варежке связан подъем для большого пальца из 2 прибавок. То есть мы сейчас прикладываем вот эти вот прибавки на варежке и совмещаем вот с этим вот местом на пальчике. То есть вот здесь вот тоже у меня вот они идут прибавочки. Как бы 4 прибавки вот здесь на пальчике и вот здесь 4 прибавки должны будут совместиться. То есть мы складываем вот так изнаночной стороной друг к другу. И сейчас просто сошьем это место. Я ввожу в петельку пальчика и вот 4 прибавки в первую прибавочку. Сначала выполню соединительный столбик, сделаем его потуже, а дальше выполняем еще 3 шва. Их уже мы выполняем столбиком без накида. И тоже вяжем эти столбики потуже, чтобы не было никаких отверстий. Все, вот так вот мы сшили. Дальше будем уже вязать большой общий ряд по варежке и по пальчику. Сейчас мы переходим на варежку. Отметим в этом месте начало ряда обязательно маркером. Вот с пальчика я уже могу маркер снять. Здесь уже он нам больше не нужен. Смотрите, первая петля ряда на варежке у нас будет вот эта вот прибавка. Вот видите на варежке, мы в нее вводим крючок, уже как обычно, в раскол и провязываем первый столбик. И отметим его маркером. И дальше уже продолжаем вязать, как обычно, узором. Ну и теперь вяжем круговой ряд до вот этой стороны пальца. Я уже провязала до пальца опять же. И последний столбик варежки я вновь свяжу в прибавку, так же как в начале ряда. Вот у нас идут эти прибавочки. И последний столбик, он у меня получается 33-м. То есть всего варежка была у меня 32 петли изначально. А после соединения у нас добавилась еще одна лишняя петля. Но потом мы ее убавим. Сейчас эта лишняя петля необходима для того, чтобы у нас не было никаких отверстий между варежкой и пальцем. Дальше мы переходим на петли пальца. Вот в этой петельке у меня уже связан шов. Вот в следующую петлю.
Вот видите, какой плотненький переход получается, без лишних отверстий. Дальше мы вяжем по петелькам пальчика. И последний столбик по пальчику я вяжу в ту же самую петельку, вот откуда у меня идет сама ниточка от пальца. То есть я вот в этот столбик связала соединительную петлю. То есть у меня пальчик тоже как бы будет больше на одну петельку. То есть изначально у меня пальчик был 13 петель, 4 петельки мы сшили. То есть остается 9, но я связала 10-ю. То есть в ту петлю, в которую связан соединительный столбик, я связала еще одну петельку. Все, мы подошли уже к нашему началу ряда. То есть теперь вяжем мы еще один точно такой же круговой ряд. Только уже никакие прибавления не делаем. В каждую петельку по одному столбику. А со следующего ряда будем выполнять уже убавление большого пальца для формирования клина. Я провязала ряд до конца, и дальше мы будем формировать убавление клина для большого пальца. Вот, кстати, как выглядит стык, без лишних отверстий, очень плотно все связано. И сейчас мы определим петли, с которых будем начинать убавление делать с левой и с правой стороны относительно большого пальца. Опять же, берем нашу рукавичку, вот так ее складываем, и мы начинаем видеть как раз линию, относительно которой сделаны убавления. И мы спускаемся по этой линии вниз. И смотрите, вот столбик с одной стороны этой линии, вот он идет. Мы его отмечаем. Это у нас будет начальный столбик для убавлений. Сейчас я вам еще раз покажу. Вот у нас центральная линия с убавлениями. Вот с одной стороны от нее идет столбик. И на вторую сторону мы также сейчас проведем линию. Так, вот она идет, центральная линия. Вот в одну сторону у нас пошел столбик от нее. И вот, посмотрите, вот во вторую сторону идет. Вот он столбик. Его тоже отмечаем. Вот они у нас получились столбики для убавлений. Так как у нас вязка похожа на лицевую гладь, то здесь тоже убавление необходимо будет делать с наклоном влево и вправо. Посмотрите, вот маркер начала ряда я отсюда уберу, чтобы он мне не мешался. Просто его вот здесь вот зацеплю за любую петельку, что здесь у меня начало ряда. И начинаю формировать убавление в сторону пальца, то есть в правую сторону. Мне сейчас нужно будет выполнить убавление. Вот эта петелька, которая у меня отмечена, она должна быть сверху. Вот посмотрите. Вот перед ней петля. Также ввожу в центр, в раскол. Вытянула ниточку в нашу главную петлю, которая отвечает за линию убавлений. В нее ввожу. И сейчас мне нужно, чтобы убавление наклонилось в правую сторону. Поэтому мне придется вот так вот вытащить крючок из петель и надеть сначала вот эту вот петлю, а потом вот эту. Чтобы убавление получилось с наклоном в сторону пальчика. И все 3 петельки за один раз я провязываю. Вот видите как? Вот эта петля, которую мы отмечали, вот она легла и будет образовывать линию убавлений. И дальше мы вяжем без убавлений до следующей стороны пальца. Можем эту петлю с убавками отмечать, чтобы ее не потерять. Если вы видите хорошо, как выглядят эти убавления, можно не отмечать и продолжать вязание. Сейчас мы вяжем до следующей убавки. То есть вот до этого маркера.
Посмотрите, я уже довязала до второго зеленого маркера, то есть здесь мы будем выполнять второе убавление в ряду. И точно так же наклон должен идти к пальчику. То есть я ввожу крючок в петельку, вытаскиваю рабочую нить, ввожу крючок во вторую петельку, вытаскиваю рабочую нить, и здесь уже петли менять местами не нужно, мы их сразу же провязываем. Вот он, видите, наклон петельки вот этой вот идет в сторону пальца большого. И дальше уже вяжем по петелькам пальчика без убавлений до окончания ряда. Получается, что в ряду мы выполнили 2 убавления. С одной и с другой стороны пальчика. То есть будем сейчас формировать клин. Я провязала петельки пальчика, у меня закончился ряд. И сейчас я буду выполнять 2 ряда без убавлений. Можете вот эти зеленые маркеры уже убрать, которыми мы отмечали наши петли. Можете оставить, как вам удобнее. Но вот эти убавления, их хорошо видны. У нас сейчас пойдут наклон. Сейчас выполняем 2 ряда без убавлений. Еще посмотрите, как мы провязываем столбик в убавку. Вот у меня убавка, наклон у нее в сторону пальчика. Точно так же мы вводим в центр, получается, самой этой убавки. И в точности также подхватываем столбик и вот эту вот протяжку под петлей, под самой убавкой. Сейчас покажу вам. Вот точно так же, как вот эта буковка, как L осталась на изнаночной стороне. На крючок у меня подхватывается много петелек. То есть петли и первого как бы столбика, и второго. Вот сквозь все ниточки я прошла. То есть таким образом мы провязываем все столбики над убавками. Я провязала после убавления 2 ряда. Посмотрите, вот он, убавка. Вот видно, что вот этот ряд из косичек закрылся. Вот 2 ряда после убавления. Дальше мы формируем вновь убавочки. Вот этот столбик у нас опять вот так вот и должен сохраняться, постепенно как бы срезая петли пальца. То есть вот у меня до этого столбика одну петельку как бы осталось довязать, и я начинаю формировать убавление. Вытянули рабочую нить. Теперь во вторую петлю вводим крючок. Вытянули рабочую нить. И их опять нужно будет поменять местами. Теперь провязываем. Вот видите, наша идет линия вот такая. Вяжем теперь до убавления со второй стороны нашего пальчика. Я довязала до убавки со второй стороны пальчика. Вот она убавочка. 2 ряда после нее. Вот убавка. Теперь мы формируем следующее убавление. Здесь также вот будет сохраняться вот эта вот линия, которая постепенно как бы будет поглощать петли пальца. Вводим крючок в петельку, вытащили рабочую нить во вторую петельку, втаскиваем рабочую нить и провязываем петли, находящиеся на крючке.
Вот она наклон, сохранила наша убавочная линия. И дальше довязываем ряд до конца. И таким образом вот такие вот убавления вокруг пальчика мы будем вязать в каждом третьем ряду. То есть провязали убавление, затем 2 ряда без убавлений. И убавление мы будем выполнять до тех пор, пока у нас опять вот в этом вот месте не будет 32 петли, то есть столько же петель, сколько мы получили для вязания самого вот этого тела нашей рукавицы. Я выполнила уже 5 убавлений. Вот посмотрите, как петли пальца уже сократились. Вот видите, он образуется вот этот вот клин. Если я положу варежку ровно, то мы видим вот эту вот полосу, которая как бы постепенно поглощает петли пальца с одной стороны и со второй. Сейчас у меня 33 петли осталось. То есть мне нужно получить 32 петельки. Это столько петелек изначально было вот в этом месте, когда я вязала. То есть остается сократить еще одну петлю. Я вот после последней провязала 2 ряда. И сейчас выполняю в этом ряду всего лишь одно убавление. То есть довязываю ряд до конца. У меня конец ряда уже вот он здесь совершенно. Еще один столбик вяжу. И заканчивается ряд. Дальше я выполняю соединительную петельку, подхватываю петлю как обычно и приступаю уже к формированию манжета для нашей варежки. Выполняю 3 воздушных. И манжет буду вязать из рельефных столбиков. Такая резинка вяжется почти точно так же, как резинка обычная 1 на 1, только мы подхватываем столбики не за сам столбик, а за макушечку под петелькой, вот за эту вот протяжку. То есть такой способ подхвата более экономно расходует пряжу, и резинка получается такая более легкая, воздушная. То есть подхватываю за протяжку под петелькой все столбики. И вяжу, как обычную резинку, 1 на 1, то есть лицевой столбик рельефный. Девочки, если что-то непонятно по поводу вязания этой резинки, то посмотрите в описании под этим видео, я оставлю более подробный мастер-класс на такую резинку. Я выполнила манжет, получилось у меня 7 рядов резинки. Дальше мы вытягиваем петлю, обрезаем рабочую нить и выдергиваем остаток. И теперь соединяем наше вязание. Я ввожу крючок в первый столбик ряда, захватываю рабочую нить, потом ввожу крючок снизу в ту петельку, откуда идет остаток рабочей нити, и опять захватываю туда рабочую нить. Получается незаметное соединение ряда. Дальше уже остаток рабочей нити мы закрепляем и прячем хвостики. И наша варежка правая готова. В точности так же мы вяжем и левую варежку. После того, как обе варежки готовы, украсим их вот такой снежинкой из бусин. Бусины я пришиваю вот такой вот полупрозрачной ниткой. Она похожа на тоненькую леску. Посмотрите, я ее свернула вдвое. И 2 конца продернула в ушко иголки. И на конце у меня образовалась вот такая вот петелька. Посмотрите, мы берем варежку и в центр вводим иголку. Начинаю я формирование снежинки с большой бусинки. Вытягиваю нашу нитку. Вот осталась петелька. Я в эту петельку ввожу иголку и таким образом закрепляю нить.
И затем уже начинаю фиксировать бусину. Каждую бусинку я пришиваю на 2 стежка. И еще после каждой бусинки всегда выполняю узелок. То есть продергиваю ниточку, остается петелька, в эту петельку провожу иголку и затягиваю. И таким образом пришиваю остальные бусинки, уже маленькие только. Я выполнила обе снежинки. На этом наши варежки готовы. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, оформляйте подписку на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте свои комментарии. На этом у меня все. Всем пока-пока.